конце 80-х и начале 90-х Sega сражалась с Nintendo за место под солнцем изо всех сил. Главной сеговской боевой силой в этом поединке была успешная консоль Mega Drive. У нас в стране эта консоль известна всем и многими любима. Но успехом Mega Drive нельзя было пользоваться вечно. Надо было готовиться к следующему этапу борьбы за сердца и доллары. Накопив сил и денег, Sega уже в 91-м выпустила девайс, расширяющий возможности Mega Drive. Называлось это чудо Mega CD. До последнего времени Mega CD у меня дома не проживал, но в апреле наконец-то завелся. Во, смотрите, какой красавец. Ну чё ты злишься? Да, я долго ходил мимо тебя, но я ж тебя люблю. Вот, кушай, мой хороший. Правда, появился у меня не Mega CD, а его североамериканский вариант Sega CD. Вы все, наверное, знаете, что имя Mega Drive к приходу Mega Drive в Северную Америку оказалось занято, поэтому консоль пришлось выпускать там под именем Genesis. С аддоном произошла та же история. Везде, кроме Северной Америки, его окрестили Mega CD, а в Америке, чтобы быть последовательными, пришлось назвать Sega CD. Конкретно мой Sega CD второй версии, самая распространенная и самая дешевая модель этого аддона. Ну раз это вторая версия, скажут некоторые из вас, то какая там была первая? Первой версией был так называемый фронтлоадер с выдвигающимся вперед CD-лотком. Genesis или Mega Drive ставился на него сверху, а не сбоку. И в первой, и во второй версии для Sega или Mega CD нужен отдельный блок питания. А в случае, если вы счастливый владелец Sega CD у нас в стране, для каждого из адаптеров нужен еще и понижающий трансформатор. Получается, что и первая, и вторая модель CD-аддона сжирает просто кучу места. Если хочется чего-нибудь компактнее, можно задуматься о покупке комбайна, сочетающего Genesis и Sega CD. Такие комбайны выпускала GVC и сама Sega. Во-первых, это несколько разновидностей консолей из семейства Wonder Mega, одна из которых вышла в Штатах под именем XI. Во-вторых, это Multi-Mega, или CDX, как она называлась в Штатах. Не буду подробно про них рассказывать, так как ни одного из таких комбайнов у меня в распоряжении нет, а говорить о том, что я ни разу в руках не держал, я не люблю. Видео этих красавиц я нагло увел у Станислава Соломонова. Ссылка на его канал в описании. Еще более экзотический вариант рубануть в Sega CD игры на живом железе – Pioneer Laser Active. Сам девайс проигрывал слонящие лазерные диски, но при наличии дополнительного модуля позволял поиграть в картриджи Mega Drive и диски Mega CD. Надеюсь, когда-нибудь у меня появится возможность рассказать вам о Laser Active подробно. Что хорошего в CD-носителях? Я думаю, это достаточно очевидно. Запихнуть на них в то время можно было гораздо больше, чем на картридже. Больше контента, куча анимированных заставок, видео и CD-аудио. Могу подтвердить лично. В то время то, что приставка могла показывать видео, удивляло и завораживало. Ну и что же получается? Sega CD ничего, кроме чтения CD-болванок, делать не умеет? Всю работу по-прежнему делает Genesis? Нет, не всю. Кое-что этот аддон умел и сам. Например, Sega CD аппаратно поддерживал вращение и масштабирование спрайтов. Игр, демонстрирующих новые возможности Sega CD, было выпущено достаточно много. Посмотрим, к примеру, на то, что разработала для Sega CD английская компания Core Design. Soulstar – яркая техническая демонстрация способностей CD-аддона, притом сразу всех способностей. Тут вам и заставки, и великолепный CD-саундтрек, и моря масштабирования, и океаны поворотов спрайтов. Если вы в конце 80-х или начале 90-х играли на аркадных автоматах в сеговские суперскейлер игры, то знаете, что это была крутизна неимоверная. Мне потребовалось несколько дней, чтобы прийти в себя после того, как я в начале 90-х в первый раз увидел аркадный Zanda Blade. Казалось, что ничего более графически навороченного человечество уже никогда не осилит.
Я тогда не видел других сеговских аркадных суперскейлер игр. Hang-On, Space Harrier, Afterburner, Galaxy Force и прочих. Думаю, удивили бы они меня не меньше. И хотя в аркадах эти игры были впечатляющими, их домашние порты были в лучшем случае играми посредственными, а то и вовсе ужасными. Вот сами сравните домашний и аркадный варианты Galaxy Force 2. В аркадах суперскейлер игры были очень популярными. Понятно, что и дома люди хотели играть во что-то подобное. Но не в убогие клоны, а во что-то технически впечатляющее. Новые возможности Sega CD по масштабированию и вращению спрайтов теоретически позволяли забабахать что-нибудь стоящее для дома, для семьи. Core Designs это и сделала, свояв визуально прекрасную Soul Star. Хорошее понимание возможностей нового аддона в совокупности с грамотным использованием сильно ограниченной цветовой палитры Genesis способно творить чудеса. Во какая красотища! Ваш боевой корабль-трансформер в Soul Star способен принимать три формы. Страйк-крафт для миссий, где мы летим вперед. Турбокоптер дает возможность поворота вокруг на 360 градусов. Шагающий страйк-вока используется в наземных операциях. Геймплей в StrikeCraft миссиях меня вполне устраивает. Летать-стрелять весело, большего в таких играх и желать нечего. А вот миссии для турбокоптера и страйквокера не фонтан. В турбокоптер миссиях геймплей какой-то дерганый, управление неудобное, навигация путанная. В страйквокер отрезках вас бессовестно заваливают бесконечно респаунющимися врагами. Драться с ними совершенно бесполезно. Перебьешь одних, через несколько секунд приедут другие. Остается злоупотреблять вежливостью оппонентов. Несмотря на свою вероломность, интеллигентный враг считает ниже своего достоинства стрелять вам в спину. Поэтому, как только видите приближающегося противника, смело поворачивайтесь к нему спиной. И все, вы в безопасности. Тук-тук, я в домике. К счастью, большую часть времени вы проводите, управляя страйккрафтом. Поэтому общее впечатление от Soul Star у меня положительное. Веселая, красивая игра с потрясающей музыкой. Battle Corps – еще одно детище Core Designs. На этот раз мех-шутер. И опять же, как и в Soul Star, игра удачная. Уж что-что, а возможности Sega CD ребята из Core Design освоили блестяще. Ни к мехам, ни к играм от первого лица я особого интереса не испытываю. Но Battle Corps мне понравился, и играл я в него с большим удовольствием. Удивляет то, что разработчики смогли настолько убедительно передать ощущение управления мехом. Медлительная, ощутимо тяжелая шагающая крепость, оснащенная кучей крутого оружия. Вот главный герой Battle Corps. Пилот второстепенен. После смерти одного из персонажей его место занимает другой, а вот мех остается. Неспешность поединков, поощрение неторопливой тактики ведения боя делают Battle Corps не похожей на большинство first-person шутеров. Обратите внимание на кредитс. Вот столько людей нужно было в то время, чтобы своять достойную игру. Еще Core Design выпустила для Sega CD эдакий доисторический Road Rash – гонки с возможностью мутузить противника – BC Racers. Меня эта игра особо ничем не привлекла. Интересные решения в ней есть, например, свет от фары в ночной стадии. Но в целом, в прямом и переносном смысле бледновато. Любите несерьезные гонки? Попробуйте BC Racers сами. Может быть, вам она понравится больше, чем мне. Вредит репутации Sega CD и мешает народной любви к этому аддону достаточно распространенное мнение, что на него вышло слишком мало хороших собственных игр.
Многие люди уверены, что все игры Sega CD либо улучшенные порты игр на Genesis, либо инфернальные full motion видеотайтлы. Ну что, давайте смотреть, так ли это. Вот вам Терминатор на Sega CD. Игра, как вы, наверное, смутно догадываетесь, основана на событиях одноименного фильма. Вообще достаточно странно, что в 1993 году сделали игру по фильму 1984 года. Virgin Games уже выпускала игру от Probe Software по первому Терминатору для Мега Драйва. Поэтому, увидев в графе издатель для Sega CD-шного Терминатора опять же Virgin Games, и я, и вы должны сделать подозрительные лица. А не пытаются ли нам второй раз подсунуть Мега Драйв игру, сдобренную CD-саундтреком и заставочками? Нет, не пытаются. Игра совершенно новая. И какая? Большинство зарубежных рецензентов с упоением рассказывали, что Sega CD-шный Терминатор следует событиям своего тезки фильма. Следует, но очень вольно. Вот если вы помните Кайла Риза по фильму как покоцанного такого страдальца, который одного несчастного Терминатора не смог добить до конца, даже ценой своей жизни, то первые 4 стадии игры вам покажут, что Кайл Риз до переброски в прошлое был неимоверно крут. Живенький такой, прыгучий, Терминаторов клал сотнями. После того, как его отправили в прошлое, Терминаторы 100 пудов вздохнули с облегчением. Фух, говорят, теперь можно спокойно идти на работу, убивать людей. Первые 4 стадии чудесные. Бережно воссоздана уютная атмосфера постапокалипсиса. Трогательно изуродованная земля любовно украшена черепами. Адское небо ласково укрывает руины цивилизации. И везде машины убийства. Хорошо-то как. Управлять Ризом легко. Экшен бодр, нарисовано и анимировано все тоже на уровне. Живо, агрессивно. Играть приятно. Оказывается, похождения Кайла в фильме нам показывали далеко не все. И совсем не так. Дорога в бар, например, оказалась долгой и полной опасностей. Местные гопники сражаются с Кайлом ничуть не хуже Терминаторов. Им в этом помогают полицейские машины и даже вертолет. Солидарная работа организованной преступности и стражей порядка по борьбе с гостем из будущего хоть и не делают 5-ю и 6-ю стадию лучше, чем первые 4, но играть вам точно будет не скучно. Вообще вся игра, кроме может быть корявенькой 10-й стадии, бодрая, с неплохим дизайном уровней, правильным градусом тупизны врагов, хорошим темпом. И все бы было очень хорошо, но саундтрек позвали написать Томми Таларика. И все стало не просто хорошо, а превосходно. Начнем с неожиданного вопроса к вам, зрители. Как вам МГС-4? Мне вот что-то не очень. Смотря на творящееся в МГС-4 шапито, я даже не пытался вникать в сюжет. После этой игры я невольно стал сомневаться в Кодзиме, а также в своем восприятии ранних частей МГС. Может, там всегда все было плохо, может, мне просто казалось, что это отличные игры. Да и вообще, способен ли Кодзима рассказать интересную историю? Да, способен. И это блестяще демонстрирует игра Snatcher на Sega CD. Если вы посмотрите на список платформ, на которых был издан Snatcher, то увидите там уйму различных систем. Так почему я выделяю версию для Sega CD и собираюсь говорить именно о ней? А потому, что это единственная версия, официально переведенная на английский язык. С покупкой лицензии, правда, могут быть проблемы. Копий Snatcher и для Sega CD, и для Mega CD продали очень мало. Игра редкая, но культовая, поэтому купить ее задешево, скорее всего, не получится. Если у кого-то из зрителей есть лицензионный Snatcher, отпишите в комментариях.
Народ должен знать героев поименно. Есть такая совершенно баянная история о Уильяме Гибсоне и фильме «Блейд Раннер» Ридли Скотта. Когда «Блейд Раннер» появился на широком экране, Гибсон не мог усидеть за просмотром этого фильма. Посмотрел несколько минут и ушел из зала, потому что боялся, что то, каким показал киберпанк мир Ридли Скотт, окажется намного сильнее и выразительнее его собственного видения будущего. А вот Кодзима не боялся. Натырил всякого разного из «Терминатора», «Блейд Раннера» и кучи других фильмов. Но натырить-то сможет каждый. А вот соединить все позаимствованное, получив идеальный сеттинг для детективного приключения, задача для большинства людей непосильная. Кодзима с ней справился блестяще, как и положено Кодзиме. Киберпанк в Снетчере получился какой-то свой, особенный. С одной стороны, все, как и положено по канонам жанра, достаточно мрачно. Человечество пережило мини-апокалипсис, загадило планету, понастроило городов-помоек, напридумывало всякой крутой наркоты. Достаточно высокий процент населения болен новой неизлечимой болячкой с высокой смертностью – истибио. А в городе, где происходит действие игры, орудуют терминатороподобные похитители тел – снетчеры, маскирующиеся под своих жертв. Все это, разумеется, разобщает общество, делая людей подозрительными друг к другу. Проблему социума, в общем, хоть отбавляй. Но если вы думаете, что кто-то намерен решать эти проблемы, то вы, разумеется, ошибаетесь. Вместо того, чтобы навести порядок на своей планете, человечество, понимаешь, грезит мечтами о том, чтобы свалить, и планирует колонизацию Марса. Все это вполне ожидаемо для киберпанк-игры. Но при всем творящемся мраке, Снетчер по настроению получился какой-то легковесный, полушутливый. Напряженные, жестокие и мрачные моменты плавно перетекают в сцены вполне себе развлекательные, дают необходимую разрядку нервной системе и делают прохождение игры задачей исключительно интересной и приятной. Отдельно хочется отметить обворожительных женских персонажей. Флиртовать в диалогах вы сможете вовсю, что помогает отвлечься от угрюмых будней детектива. Каждая из девушек имеет свое место в сюжете, и по проработке персонажа уделает многие дейтинг-симы. Прибавьте сюда еще и отличный изобразительный стиль Снетчера, и будет понятно, что общение с женским полом в этой игре приятно и волнительно. Главная сюжетная линия развивается стремительно, но контекст игры захватывает аж 60 лет альтернативной и безрадостной истории нашей планеты. Глубину погружения в этот мир вы выбираете сами. Если интересует только центральная сюжетная линия, пожалуйста, можно скакать по игре галопом. Те же, кто хочет познакомиться с миром Снетчера получше, тоже смогут это сделать, ведь в игру упакована куча информативных деталей, раскрывающих здешнюю альтернативную историю в удивительной полноте. Суперкомпьютер Джордан, например, содержит кучу систематизированной инфы, которую вы сможете почитать тогда, когда захотите отвлечься от основного сюжета. Можно еще и поиграться с поиском, находя кучу пасхалок. С пасхалками в Снетчере вообще все очень хорошо. Они уместны, порой умны, и в основной своей массе могут быть найдены внимательным и пытливым игроком без всяких подсказок. Чтобы как-то отвлечь и развлечь игрока в Sega CD-версии Снетчера появились лайтган вставочки. Можно расстреливать мерзких снетчеров с контроллера, а можно пользоваться канамевским джастифайером. Разумеется, у игры есть недостатки. Некоторые детали сюжета откровенно глупы. Лайтган вставки реализованы не очень хорошо и скорее раздражают, чем развлекают. Но поверьте, что эта ложка дегтя растворяется в огромном море меда, и некоторые небольшие недостатки вы, скорее всего, Снетчеру простите. Удивительная игра, не зря ее переиздавали на множество разных игровых систем. И не просто переиздавали, а меняли. Есть, например, совсем диковинная SD Снетчер, RPG-версия этой игры. Если вы еще не пробовали Снетчер, то Sega CD-версия – идеальный старт для знакомства с уникальным видением киберпанк будущего, чудного и непредсказуемого Хидео Кодзимы. Нравится нам, человекам, помечтать о плохом будущем. Наркота кругом, чтобы, отморозки всякие, болезни, гигантских бесчеловечных корпораций и коварных азиатов побольше. И если Снетчер вас своей атмосферой порадовал, то пробуйте тогда и point-and-click адвенчуру Rise of the Dragon. Над этой самой угнетающей атмосферой разработчики потрудились на славу.
Все раздолбано, разбито и помоями облито. Мрачный город не сказать, чтобы живет шумной жизнью, но люди и животные туда-сюда шастают, и по ходу игры изменения на локациях происходят. Музыка подобрана грамотно, что тоже помогает вжиться. Rise of the Dragon очень неоднородна по качеству. Если оценивать игру как квест, то она местами неплохая, а местами сделана топорно. Местами легкая, а местами брутально сложная, притом сложная по-дурацки. В игре практически нет по-настоящему головоломных головоломок, и Rise of the Dragon покажет вам свой норов игровыми тупиками. В некоторых случаях, как, например, при попытке аудиенции с жрицей любви, игра в открытую сообщит вам, что все, друг мой, как ни старайся, но ты сделал плохой выбор, и пройти ты меня уже не сможешь. А в некоторых вам никто ничего не сообщит. Игра продолжится, как ни в чем не бывало, но пройти вы ее уже будете не в состоянии. Жестко. Зато во многих местах есть несколько вариантов развития событий и несколько вариантов получить требуемый результат. Это, безусловно, жирный плюс. Основной сюжет игры простоват, но обилие мелочей, местами интересные диалоги, частичная свобода действий делают прохождение увлекательным. Кстати, про диалоги. В отличие от вышедшей ранее PC-версии Rise of the Dragon, все разговоры в игре озвучены. Озвучены для того времени неплохо. Но нет добра без худа. Озвучку добавили, а вот некоторые места, присутствовавшие в PC-версии, зацензурили. A toast to us. To us. Еще тут есть мертворожденные аркадные вставочки. О покойных либо хорошо, либо никак, и поэтому я вам о них ничего не расскажу. Конечно, Rise of the Dragon нельзя рекомендовать всем. Некоторые моменты этой игры способны здорово выбесить. Но если вы любите квесты и вот такие идеально угрюмые картинки будущего, не проходите мимо. Тем более это один из редких случаев, когда хорошая Sega CD игра стоит дешево. Ну и вот вам вдогонку визуальная новелла Space Adventure Cobra The Legendary Bandit. Тут вам и супер крутой космопират, главный герой, и его злобный и коварный оппонент Crystal Boy, и залихватская история с сокровищами, пиратскими гильдиями, несколькими девицами, погонями и драками, почти что обнаженкой и другими хорошими ингредиентами, помогающими скушать приготовленную игру с аппетитом. А вот насколько блюдо оказалось удачным, решать вам самим. По мне, Кобра несравнимо слабее Снэчера и на порядок хуже Rise of the Dragon. Рецензенты придираются к визуальной части, но внешне мне игра скорее нравится. А вот в тексте диалогов и их озвучке тут творится страх и ужас. Я не скажу, что Кобра однозначно плохая вещь, но если не пробовали в нее играть, не делайте этого сразу после Снэчера. Сравнение с шедевром она точно не выдерживает. А так, я читал отзывы тех, кому она нравится, и тех, кому она не нравится. И те, и другие были одинаково убедительны. Вот какая муха укусила Виктора в 94 году? Какого Виктора? От того, который Victor Company of Japan, JVC. Его укусила какая-то неправильная муха. Только будучи сильно покусанным неправильной мухой, можно решиться в 94-м под занавес на среднеуспешной Sega CD издавать на Западе такую дичь, как Kea Flying Squadron. В то время, как вы, наверное, знаете, на западном рынке даже обложки у многих японских игр перерисовывали, считая, что всякая там манга, аниме будет западному игроку непонятно. А уж выпускать что-то, сделанное явно без всякой оглядки на Запад, никто, как правило, не решался. Но не таков наш Виктор. Он решился и издал. Ну и игра продавалась из рук вон плохо. Потом, конечно, как всегда, все опомнились, оценили, полюбили, побежали покупать и взвинтили цену на Kea до небес. Сейчас это одна из игр, которую все себе хотят в коллекцию и никто купить не может. Я уже упоминал в других выпусках о кьютэмапах. Это шмапы с миловидным сеттингом. Всякие ведьмочки, дракончики, вельзевулушки. Никакой кровушки, обычно развеселая музыка и все такое прочее. Кею как раз такая. Увидев главную героиню Рами, редакторы Playboy остались бы в недоумении. С одной стороны купальник и заячьи уши,
С другой – никакой похабщины, да и форма у девушки совсем не по стандарту глянца. Сюжетные вставки пытались сделать юморными, но юмор практически сплошь в коротких штанишках. Когда стану совсем стареньким и начну впадать в детство, надо будет не забыть переиграть, должно стать смешно. Почему Кею так полюбили? Все просто. Это очень качественная игра. Не всем нравится здешняя графика, в частности ругают цветовую палитру, но мне Кею всегда казалась красивой. Анимировано все здорово, впечатляет детализация и внимание к мелочам. Противник не просто летит к вам навстречу в виде застывшего моноспрайта. Он бегает и прыгает, гребет, управляет всякими хитрыми приспособлениями, бьет в набат и совершает камикадзе падение в попытке хоть как-то вам помешать. Геймплей достаточно прост, и единственная интересная особенность игры связана с здешним аналогом Options – маленькими дракончиками, оказывающими вам огневую поддержку. Для того, чтобы Options дракончик появился, надо просто не стрелять некоторое время. Кроме того, дракончики выполняют роль бомб. В любое время можно распрощаться с одним из них, устроив бабах. Не стреляйте некоторое время, дракончик появляется. Жмете на кнопку использования бомбы, дракончика теряете. В некоторые моменты игры использование бомб обязательно. Но даже там, где можно выжить и без бомб, оно может существенно помочь. Стадии получились разнообразными, местами и визуально, и геймплейно изобретательными. Все эти суетящиеся в попытках остановить вас еноты, кошечки, американские военные выглядят очень живо и привносят в игру гораздо больше юмора, чем заставки, и тщетно старающийся быть смешным сюжет. Кею отличная игра, которую я вам очень рекомендую. Приятная, разнообразная, сложная, но не слишком. Со шмапами Sega CD вообще очень повезло. Их немного, но почти все они отличные игры. Есть такая достаточно обширная Alesta серия. Самая сейчас известная часть этой серии – Муша Alesta на Genesis и Mega Drive. Хорошая игра с эпичным саундтреком, получившая культовый статус среди любителей шмапов и Genesis коллекционеров. Alesta игры выходили на разные системы – MSX, MSX2, Game Gear, SNES, Genesis. На Sega CD тоже вышла своя игра из этой серии – Robo Alesta. Robo Alesta – вертикальный шутер в сеттинге феодальной Японии. Управляем мы мехом, что уже очень хорошо. Но, чтобы было еще лучше, пилотом этого меха сделали ниндзю. Конечно, с ниндзями любая игра становится сразу в несколько раз круче. Несмотря на то, что графика вроде бы ничем высокотехнологичным не балует, детализация и красота всех уровней и врагов впечатляет. С геймплеем тоже полный порядок. Robo Alesta хоть и достаточно сложная, но неплохо сбалансированная и хорошо продуманная игра. По качеству игрового процесса, на мой взгляд, это лучший шмап на Sega CD. Саундтрек, как и в случае с Мушей, исключительно хороший. А главное, все составляющие этой игры – графика, музыка, геймплей – очень гармонично соединяются. Играя, испытываешь эстетическое удовлетворение. Великолепная игра, не пропустите. С саундтреками многим Sega CD играм повезло. Дорвавшись до CD аудио, компании-разработчики отводили душу как могли. Большинство игр, которые я упоминаю в этом выпуске, имеют отличные саундтреки. Говоря я о любой из этих игр в другом выпуске, я бы точно пел каждому из этих остов песни любви. А тут как-то даже неудобно постоянно повторять, что и в этой игре саундтрек изумительный, и в этой превосходный, и в этой восхитительный. Но в случае с Lords of Thunder на саундтреке остановиться придется. Я не помню ни одной игры с настолько же пафосно-эпичным остом. Потлатый мужчина в доспехах на голо тело, мечом и магией доказывает, что добро сильней под плач, боевой крик и стихийный гнев гитары. Умом понимая, что на экране творится какая-то чушь, я тем не менее сижу весь в конских мурашках. Дух захватывает, как круто.
Lords of Thunder не является Sega CD эксклюзивом. Есть также версия этой игры на PC Engine. Версия для PC Engine мне нравится больше, но и Sega CD версия Lords of Thunder запредельно крута. А вот вам Android Assault. Игра с целой кучей геймплейных огрех, дисбалансом и много чем еще таким, за что хардкорщики бьют ногами. А я не бью. Почему? Нога не поднимается. Смотрите, какие тут красоты. Мало в каких шмапах того времени простой параллакс-скроллинг дает такое же убедительное ощущение глубины. Детализация врагов отличная, визуальный дизайн уровня изобретательный, музыка просто отменная. Да, оружие тут продумано не очень хорошо. Многие боссы дают себя убить, не напрягаясь. Да и вообще в геймплее есть к чему придраться. Но у меня нет ни малейшего желания этого делать. Несмотря на простоту Android Assault, ее прохождение каждый раз доставляет мне кучу удовольствия. Надеюсь, что если вы еще ее не пробовали, вам она тоже понравится. А вот помните, я вам говорил про Sylphid The Lost Planet от Game Arts и Treasure на PlayStation 2? PlayStation 2 версия Sylphid уже третья в этой серии, а второй Sylphid выходил на Sega CD. Star Fox на Super Nintendo использовал спецчип в картридже, так называемый FX-чип, чтобы работать с примитивной 3D графикой. А разработчики Sylphid сделали проще. Отрендерили почти все 3D заранее. В результате все эти пролетающие рядом с вами метеориты и проплывающие здоровенные космические корабли всего лишь видео, используемые в качестве бэкграунда. Так как при таком подходе происходит постоянная подгрузка данных с диска, то игра может вылететь с ошибкой прямо посреди уровня. И я что-то не припомню других игр, которые такую ситуацию корректно обрабатывали. Sylphid в этом плане отличился. «Извини, — говорит приятель, — ошибка чтения диска. Я тебе накинул кредит, попробуй перепройти уровень заново». Неожиданная и трогательная забота. Ну, маркетинг тут явно был в дреме. Если вообще был. Как можно было так назвать игру? Eternal Champions Challenge from the Dark Side. Надо было на худой конец Eternal Champions 2 называть. А так многие люди подумали, что это легкая переделка Eternal Champions с Mega Drive. А назвать Challenge from the Dark Side небольшой переделкой язык не поворачивается. Сцен добавили, персонажей новых появилось дофига. Старые сцены и персонажей поправили. В чем-то слегка, а в чем-то значительно. Боевую систему попытались улучшить. И музыку полностью поменяли. Короче, переделали, расширили, заменили, улучшили вообще все. Если вы играли в Eternal Champions на Mega Drive, то наверняка вспомните эффектные overkill анимации. Эффектные-то они эффектные, но запустить их получалось раз в миллион лет. В Challenge from the Dark Side решили это пофиксить. Как-никак, популярность Mortal Kombat явно указывала на то, что жестокость народ нежно любит и преданно ждет. Оставив и сделав брутальнее overkill'ы, в новую часть добавили еще один вид, назову его с вашего позволения Stage Fatality – Sudden Death. Многие из Overkill и Sudden Death Fatality выглядят чрезвычайно жестко. Определенно создатели старались сделать не хуже, чем в Mortal Kombat. Не насытившись двумя типами добиваний на каждую стадию, разработчики решили добавить каждому персонажу обычных Fatality. Здесь они называются Vendetta. Плюс появились Синекилл, добивания, которые делаются чрезвычайно сложно и сопровождаются CG-заставкой. Убивай не хочу, праздник. Мне столько всего хочется вам о Sega CD и его играх рассказать, что я себе 2 раза подряд глотку срывал, пока ролик готовил. Рассказ, конечно, не укладывался ни в какие разумные временные рамки, поэтому я решил разбить видео на 2 части. Первая часть подошла к концу, а у меня еще целая охапка игр осталась для показа, да и о самом Sega CD есть что сказать. Ждите вторую часть этого видео, она будет не менее интересной. Если не подписаны на канал, подпишитесь, чтобы не пропустить второй ролик. Спасибо вам за просмотр и всем всего хорошего.